Я стояла в душе, мылась, и я просто выла. Я так сильно плакала, вот я стучала руками по стене и понимала, что типа, мне кажется, если, знаете, я сейчас начну с вами разговаривать, я могу расплакаться. 24 февраля 2022 года началась война. Рано утром армия Российской Федерации вошла на территорию Украины и начала обстрел по военным сооружениям, по военным базам. Но довольно быстро эта атака перешла и на мирное население, хотя по российским СМИ говорили, что это специальная военная операция, которая ведется только для демилитаризации и денацификации Украины. Но давайте смотреть правде в глаза. Нет никакой военной операции. Нет никаких нацистов на территории Украины. Это полномасштабная война, которая ведется на территории дружелюбного нам соседского государства. Сегодня 9-й день войны, и мы наблюдаем обстрел ни в чем не повинных людей, в том числе и детей. И кажется, что со стороны России нет никакого ослабления этого нападения. Я на 50% украинка, хоть у меня российский паспорт, и я 10 лет прожила в Одессе. И сейчас все города, которые появляются в новостях, во всех этих городах у меня живут родственники, мои друзья, знакомые. И с первого дня я с ними переписываюсь, я читаю ужасы, которые они мне рассказывают. И мы подумали, что здорово было бы эту связь, мою связь с этими людьми распространить как-то на других россиян, у которых нет этих связей, которые не привязаны настолько и не знают реальных историй, реальных людей. Юлия и я созвонились с Ариной, ей 23 года, она живет в Черноморске, это город в Одесской области. Мы поговорили с ней о том, как она проживала первые дни войны и как сейчас обстоит ситуация в ее городе. Вот ее история. А ты можешь, пожалуйста, описать вот этот день поподробнее, немножко по часам? Вот вы проснулись от взрывов, у вас началась сначала паника и отрицание, а что вы потом делали? Даже, знаешь, наверное, что ты сначала подумала? То есть, когда ты вот проснулась, ты слышишь грохот. Что тебе сначала кажется? Что это шкаф упал или что? Или ты сразу поняла, что это бомба? Я поняла, я поняла. Я сразу поняла, но знаете, что самое интересное? Я не помню этот день. Я вообще не Вы мне сейчас говорите по часам, я вообще не помню, что происходило. Потому что у меня все как в тумане. Я помню намного лучше последние дни, когда мы что-то делали. Первый день, но мы просыпались. Боже, ну вы представляете, что я не могу вспомнить, что было? Мгм. Что потом, это, наверное, просто, из дому вообще никто не выходил. Мы начали, наверное, созваниваться с близкими, со всеми родственниками, спрашивать, что. И, естественно, с самого утра до самого вечера, пока ты просто не вырубаешь от усталости, каждый из нас сидел в новостях. Я понимаю, что просто судорожно обновляла все новостные паблики и читала, что происходит, и отказывалась в это верить. Я помню, что очень сильно тошнило от тревоги. Прям вообще, типа, никому не хотелось есть, было очень плохо. И, в принципе, я даже не помню, чтобы мы сильно общались. Просто каждый сидел в своем телефоне и читал новости. Примерно так прошли первые 2 суток. А еще были бомбежки после того первого дня? Да, конечно, были. Конечно, были. Блин, если бы вы мне сказали, если подготовиться, вспомнить, когда это было, я знаю, что точно вчера. Было Мгм. вчера. До этого Сегодня не было. несколько Сегодня. Только что, полчаса назад, я слышала 2 взрыва. Я не знаю, что это. Возможно, это работает ПВО, потому что уже сбивали на подлете к Черноморску вертолет какой-то, потому что хотят высаживать десант. Это раз. А вчера, когда мы были в эпицентре, это вообще было максимально стрёмно, потому что мы Центр — это ехали. торговый центр. Мгм. Это где-то километров, я не знаю сколько, километров 15, наверное, от Ильичевска. Мгм. Мы как раз закупались, и очень сильно, грохнуло, затряслись стекла. Мы, честно, вот несмотря на происходящее, мы подумали, может, что-то упало на 2-м этаже, может, у них там что-то завалились полки.
И потом мы поняли, что опять бомбят, если не ошибаюсь, в Арцизе. У них же там воинская часть, упала бомба. И мы уже типа вышли из магазина, мы стояли, было еще несколько взрывов. Ну, уже даже, я не знаю, уже нет паники. Мы просто стояли и смотрели. А потом сели в машину и поехали. И мы еще стояли 1,5 часа в пробке по дороге домой, понимая, что в принципе в любой момент могут скинуть бомбу и на нас. И я вот так все это спокойно говорю. Как это Может, ощущается тебе сейчас? мне кажется, я ничего не ощущаю. Я очень странно себя чувствую. У меня как будто заблокировались все чувства. Я очень стала собрана. Ну, Я на протяжении... это как Это раз скорее за эффект счет такой реакции. психики, укол Да, от чувств, от того, ну, чтобы не ощущать ужас, который происходит в психике, да, который да, делает да. анестезию. Я помню вот в тот день, когда малая уехала, и когда вот был второй день, я стояла в душе, мылась, и я просто выла. Я так сильно плакала, вот я стучала руками по стене и понимала, что типа, ну вот, и мне кажется, если, знаете, я сейчас начну с вами разговаривать, я могу расплакаться, Ничего если я начну страшного. вот копать. Мне кажется, я очень сильно вот блокирую, типа, все свои переживания, потому что я понимаю, что мне это не поможет, и мне нужно оставаться, типа, с холодной головой, чтобы что-то делать. А по факту вот чувство ужаса, я тогда поверила в то, что, возможно, меня сейчас чуть ли не насильно засунут в машину, скажут, типа, уезжай, и что я больше никогда, типа, не увижу свой дом. И вот это ощущение, что, ну, ты можешь уехать, и тебе будет некуда вернуться, даже при большом желании. Вот это мне стало очень страшно. Плюс у нас дома, может, это такие, типа, мелочи, но у нас дома домашние животные. У нас, типа, 3 кошки и собака. Ну, мы бы не смогли взять их всех с собой. Мы, может быть, забрали бы собаку, но мы бы не могли забрать, типа, котов. И ты вот так сидишь, смотришь на них, смотришь на свою комнату, вообще на все. Это твой родной дом. Ты здесь, типа, вырос, это твой город. И это сознание, что ты можешь никогда больше не видеть ни свою семью, ни это место, оно вселяет в тебя, конечно, дикий какой-то ужас. Поэтому, пожалуй, после этого момента я очень сильно успокоилась, и я сказала, что я никуда не поеду, я не собираюсь никуда выезжать. А Потому я, что, я типа, правильно понимаю, что у тебя мама уехала, и у тебя мама, э, отец, соответственно, уехали, да, и сиблинги? не, уехала моя сестра младшая со своим молодым человеком, а родители остались. Я Родители сейчас с должна была тобой ехать, там. да, да, я должна была ехать с ними, ну, по их желанию. Я отказалась абсолютно, и я вообще не хочу уезжать, я не готова уезжать. А что ты им сказала? Я просто сказала, что я никуда не поеду. Ну, типа, я не понимаю, зачем, я не понимаю, куда мы бежим, нам некуда бежать. Мы останемся без ничего, мы останемся без дома. Мы будем абсолютно чужими. Даже если нам помогут, даже если нас приютят, мы будем просто что, типа, мы будем бомжевать по Европе. Меня это, мягко говоря, не устраивает. Тем более, я им сказала, если мы все сейчас возьмем, уедем и бежим, а за кого сражаются и гибнут люди там? Ну, мне кажется, мы просто не имеем права все убежать. Всем страшно. Я не виню тех, кто в первые дни собрал вещи и уехал, но мне что-то не позволяет. Я не чувствую, что я могу это сделать, если А честно. где, а где сейчас твоя сестра с молодым человеком? Они в Польше? Нет, они сейчас находятся на границе с Молдовой. Они поехали в село Мгм. Виноградовка, там просто 1,5 километра пешком до границы. У Мгм. Лёши там родственники, там вот есть где остановиться, и в случае чего, а, То есть они в опять же, Украине, но 1,5 километра до да, границы. они в Мгм. Украине, но условно не на низком старте. В чем прикол? Лёше 29 лет, А там мобилизация, да. Мгм. он не может взять Мгм. и вот цивилизованно через границу уехать. Это
паника, которая у нас дома посеялась, то есть разговор шел о том, что мы вот берем рюкзаки, уезжаем, и в случае чего все вместе идем пешком через лес, типа с паспортом и трусами. И вы прикиньте это ощущение, когда ты думаешь, что действительно это вот может произойти. Я отказываюсь от такого. Я им сказала, что я лучше умру здесь, чем буду бежать через лес в другую страну в поисках лучшей жизни. Ну, Мгм. что это будет вообще за жизнь? И нужна ли она мне при таком раскладе, я не уверена. Хм. Как-то так. Согласен. А почему твои родители остались? Они объясняли как-то? Да, объясняли. Отец вообще, боже, ну это все, я не знаю, нервное напряжение сказывается. Он вообще говорит: "Я уже свое пожил, мне что, типа". Ну, меня Сколько ему застрелят, лет? да, я знаю. Ему 52 где-то. Ну, Мгм. человек свое уже отжил. При том, что это в целом не его позиция по жизни, просто Мгм. у них задача номер один — это вывести детей из страны и в целом Мгм. доставить в какое-то безопасное место. Они, мне кажется, злятся на меня отчасти за то, что я никуда не поехала. И я каждый день, типа, у нас утро начинается с того, что ты должна уехать. Мгм. А они говорят: "Ну вот наш дом тоже, типа, на кого мы его оставим? Мы сейчас уедем, здесь же тоже, ну, мародерство везде процветает, нам будет некуда вернуться, в случае чего". М, М. Отец не хочет уезжать, мама его не оставит одного. Хм. Что мы получаем? То, что они оба останутся здесь, и что? Я говорю: "Что вы собираетесь тоже умереть, когда уже начнут прям стрелять?" Я не знаю. И они тебе каждый день сейчас говорят, что ты уехала. Да, да. У нас утро начинается с того, что ты уезжаешь, собирай вещи. Я говорю: "Нет, я никуда не поеду". Мы успокаиваемся, говорим: "Ладно, я иду волонтерить". Вечером возвращаемся, мы говорим, как прошел день, типа, немножко успокаиваемся, говорим: "Все, прорвемся, типа, победа за нами". Потом просыпаемся и такие: "Ну что, в путь, пора ехать". Я такая: "Нет, я никуда не поеду". Да, интересно. Слушай, я Это тебя жестко. сейчас хочу спросить про твое волонтерство и то, на самом деле, чем ты занимаешься. Мне сначала хочется тебя спросить про то, как, ну, какая, поподробнее, как вообще сейчас ситуация выглядит в Ильичевске, насколько, ну, работают ли магазины, условно, работают ли аптеки? Смотрите, ситуация выглядит довольно неплохо. Да, практически все работает. Ну, то есть у нас здесь и так не мегаполис, ну, там крупный магазин, типа там Таврия, все это открыто, просто у них более всячески работают, там парочку закрыто, просто в аптеках уже абсолютно нет необходимых медикаментов. Ну, то есть там остались вещи, которые никому не нужны. Вот мы Ну, то сегодня есть в даже аптеках брали нехватка, да. Мгм. ну, да, абсолютно. А я Уже, слышала, что комендантский час еще есть, да, в Ильичевске? да, да, с 7 до 7 у нас теперь комендантский час. Мгм. М, И А если так, кто-то гражданский выходит, в это время его застрелят. да, я не знаю, кстати, я М. не знаю. Ну, штраф, наверное, его могут застрелить, они это делают для безопасности, да, но это штраф, скорее всего. Просто тоже, я не Не нет застрелят не как мера ощущения. типа Могут пресечения, застрелить, да. а могут застрелить, потому что подумают, что это Да, враг. да, 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 но, да, да, да. я не знаю, как кто собирается стрелять. В городе же ж темнота, ну, то есть вообще не видно Полная ничего, темнота все выключает, да? всё выключается. То есть, у кого-то там горят Чтобы окна, самолеты не видели. люди, да, и то люди Мгм. стараются максимально приглушать свет. То есть ты выходишь, в город, если сейчас выйти, там тьма, ты, ну, глаз выколи, Это как в вообще нереально. Лондоне во Второй мировой, да, чтобы самолеты не видели. Слушай, Э, то есть вся инфраструктура работает, магазины есть, в аптеках, ты говоришь, нехватка. А чем да, люди занимаются? Люди ходят на свои работы? Как люди живут? Те, которые не уехали? э, из тех, с кем контактирую я, м, все работы свои побросали. То есть пару человек, те, кто работают, в айтишке, периодически могут, пару часов, если у них есть моральные силы, сесть за работу, но в целом все остановилось. Родители, ну да, ну вот у родителей, например,
фирма. Естественно, не работают ни они, ни там их условно 10 подчиненных. Все ребята молодые. Вот мы сейчас, ну, мы занимаемся волонтерством, никто не работает. Все сказали, что типа, сори, я просто не в состоянии. В Киеве мои знакомые тоже. Ну, то есть глобально жизнь стала на паузу. Все где-то стараются быть в пределе. Когда ты Ну, говоришь волонтерство, ты что имеешь в виду? Ну, чем ты занимаешься? Ну, в первые дни все начиналось максимально просто с того, что мы еще там с мамой просто увидели списки необходимого, поехали по еще полным аптекам, скупились и привезли им. Я увидела, что там много людей. Во-первых, когда мы привозили всю эту типа гуманитарную помощь, они там это все начинали сортировать, и я поняла, что им нужны руки. На следующий день мы уже пришли Мгм. туда. Мы начали плести маскировочные сетки и все такое. Вот целый день я поплела, и уже на следующий день мы организовались, я, еще двое ребят, мой бывший и еще один парень, Игорь. Я с ним только вот познакомилась, опять же, в контексте происходящего. Мы уже катаемся и тоже закупаем продукты в больших объемах на тероборону, чтобы их развозили здесь и по местам, и чтобы в ВСУ, я так понимаю, которые в порту расположились, чтобы им готовили еду. Сейчас мы уже вышли на... Мы поехали в эпицентр скупаться, и я вышла на коммерческих директоров эпицентра. Они сказали, что готовы предоставить нам гуманитарную помощь, если мы им дадим бумажки. У меня уже есть эти бумажки, завтра мы будем ехать, и они будут нам паковать. Там Мгм. одеяло, металлическую посуду, ткань, ну, то есть все, что угодно, все, что может пригодиться. А до этого вы на свои деньги покупали или волонтеры давали? Да, ну, и на свои, и вот мне мой бывший скидывал деньги, они там с ребятами собрались, и с теми, с кем он работает, он мне просто присылал деньги, потому что видел, что мы здесь точечно по месту, ну, на конкретные какие-то штуки нам требуются бабки. Ребятам тоже из-за границы друзья присылают, кто сколько может. И вот А кто как-то так. организовывает эти списки вещей, которые необходимы? У нас есть, я так понимаю, условно 2 организации, ну, 2 больших пункта волонтерских. Это какая-то одна называется «Единость». Они с 2016 года еще работают. Какая-то местная депутатша его оставала, Чигиринская Мгм. Катерина. Вот, это раз. И вторая, я не знаю, кто там. Я знаю, что там мои знакомые, там девочки с предыдущей работы, кто над этим всем стоит, непонятно. Но оно так нормально разрослось, и я вижу, что просто там есть люди, опять же, такие же обычные ребята, которые там тусуются каждый день. И вот кто-то сортирует, кто-то каждый вечер вывешивает списки или каждое утро. М, Как-то Все так. хотят помогать. Мгм. Да, просто все хотят помогать. У кого есть финансы, они скидывают им деньги. У кого есть свободные руки, кто там не сидит в Мгм. истерике дома, приходит все это сортировать, разгребать, что-то делать. Мы вот из-за того, что у нас есть машины мобильные, мы катаемся, ищем, стараемся, особенно какие-то редкие штуки. Мгм. Не А что просто такое редкие штуки? продовольствие. Это что, например? У нас вообще травлы, например, с бронежилетами, с тепловизорами, с приборами ночного видения, с биноклями. Пару дней назад даже не было камуфляжа, тактических берцев, тактических перчаток и всяких таких приколов. Ну, то есть, если, понятно, крупу можно купить, то за этим нужно немножко Слушай, а это все покататься. идет в армию или все это идет кому? Куда? Я так понимаю, что они распределяют это на тероборону раз, и два вот на прибывших военных, которые здесь на разных точках. Ну, еду так точно. Они Мгм. организовывали им тоже матрасы, всякие там палатки, все что угодно, обувь, потому что были дожди, они все промокли. Это все вот так вот растекается, я уже к этому не имею никакого отношения. Мы конкретно по запросу приводим все, что нужно, потому что мы же непосредственно контактируем вот с людьми, которые всем этим рулят. Мгм. Слушай, Нам вот сказали 3 Мгм. списка на завтра огромных. Будем тоже Мгм. что-то смотреть. А у меня есть очень странный вопрос. Как тебе кажется, почему люди не сходят с ума и не идут там воровать все в этих магазинах сами себе? Почему люди вот нормально, адекватно реагируют и там продолжают работать, магазины работают, вы закупаете продукты там? Я скажу очень, наверное, банальную вещь, которая уже на просторах интернета, ну, типа, просто потому что
все понимают, что мы в одной лодке. Я такой сплоченности никогда не видела. Ни во время 2014 года. Во время 2014 года мне вообще было 15 лет, у меня были сомнительные взгляды. Я никогда не была пророссийская, просто у меня там была дыра в башке. Да, есть мародеры, безусловно, есть поцы. Всегда есть те, кто наживается на чужом горе. Но сейчас вот у каждого я вижу вот это рвение помогать. Вот кто чем может. Там, если приходят бабулечки, которым под 80 лет, она говорит, у меня вот там есть закрутки, я вам завтра обязательно принесу. То есть адекватных людей много. И разве у адекватного человека будет мысль пойти, типа, разграбить магаз? Все понимают, что эти люди военные будут защищать и, типа, наши жизни в первую очередь, и наших семей. То же, что Слушай, а вот это приходят люди. стремление помогать, оно превалентно в твоем поколении, в твоем возрасте среди твоих друзей, Нет, и не вообще без только. возрастов? Вообще, вот Мгм. абсолютно. Молодые, я даже не знаю, что насчет подростков. Мне кажется, наоборот. Ну, хотя кого мы называем подростками? Ну, скорее, наоборот, Наверное, те, постарше меня интересует. Вот как старшее поколение да, относится? старше. Это я хотела сказать, что подростки как-то не очень часто вот приходят, разные женщины. Вот кто-то там типа рвет тряпки на то, чтобы делать фитили для коктейлей Молотова. Люди приносят еду, кто-то вызывается готовить в огромных количествах для военных. Прям все, кто чем может. Много даже, Мгм. вот пожилые женщины приходят и приносят вот эти вот свои закрутки. Все пытаются что-то делать, абсолютно. Родительский комитет, мама моих одноклассников еще со школы, они там пособирались дома, они шьют балаклавы и повязки. Ну, то есть прям это Мгм. повально. Ну, то есть У кого есть... универсальная реакция жителей – это просто помогать, садиться и Да, делать, да? да, везде. Плюс Мгм. информационная война тоже помощь. Это да. Абсолютно везде. Я не знаю, кто сейчас вот сидит и прям бездействует. Может, просто в моем окружении таких людей. Как тебе кажется, как ты себя сейчас чувствуешь, и вот сколько у тебя ресурса есть сейчас, и хватит еще, чтобы вот каждый день вставать с постели и ехать на эти волонтерские работы? Ой, мне кажется, очень много. Ну, типа, я сегодня, не знаю, я еще сегодня, видите, в состоянии там с вами пообщаться. До этого ты так вот приходишь, ложишься и так смотришь в одну точку. Потом ты опять начинаешь, типа, читать новости. И так по кругу. Потом ты встаешь, типа, Мгм. едешь. Очень. Я так сильно уставала последний раз, наверное, когда в Польше, типа, вкалывала там по 12 часов в день. И то, наверное, не так сильно, потому что тут еще психологически очень сложно. Но в целом, сколько нужно, столько я буду это делать. Я очень надеюсь, что родители не поставят мне ультиматум. Ну, естественно, если они скажут, мы уезжаем, я не уверена, что я смогу остаться здесь совсем одна, потому что у меня даже не будет Мгм. транспорта, и не выводить, я потом никуда не уеду. Это вот для меня самый сейчас неприятный расклад. Я очень боюсь, что они скажут, все, мы уезжаем. Я никуда не хочу ехать. И столько у меня ненависти сейчас и злости по отношению к оккупантам, что хочется брать оружие и просто убивать своими руками. Как ты справляешься с этой ненавистью и злостью? Куда ты ее отдаешь? В активность просто. Вот во всю вот эту вот суету, вот во всё то, что мы крутимся целыми днями, наверное, так. Потому что иначе я буду плакать. Даже когда я вот беру в руки телефон и вижу комментарии, которые пишут люди. Ну, это пиздец. Типа что? А вы знаете, что нам отключили Spotify? А я вот хотела, типа, поехать во Францию. Я, блядь, никуда не поеду. Что вы пишете про своих там пострадавших и умерших людей? Вот это вы эгоисты. Ну, начинает аж трясти от злости, я не знаю, куда это девать. Мне хочется пойти и кому-то, типа, порезать лицо. Ну, Я это тебя к ней понимаю. сама. Или вот 5 минут до того, как я с вами созвонилась, девочка скидывает, а, чувак берет интервью. Я не знаю, это глубинка России или просто какой-то город. И вот люди 50 плюс говорят, мы за Путина, конечно, он все правильно делает. Вот фашистов как надо было, типа, мочить,
так и вот мы и продолжаем. И все говорят: "Я поддерживаю, я абсолютно поддерживаю". И что хочется сделать? Ты, наверно, даже от бессилия, блядь, начинаешь трястись. Хочется вот к ним туда телепортироваться, вот так вот их трухануть и сказать, чтоб вы просто проснулись, чуваки, потому что это, ну, это 100%. невероятно. 100%. Слушай, а как ты относишься к тому, что последние несколько дней, ну, на самом деле, с самого первого дня в Москве и в крупных городах России люди выходили на улицы и на митинги, и их арестовывали, они под страх ареста, избиения, на самом деле, достаточно беспощадного избиения со стороны ОМОНовцев, лозунговали против войны, нет войне. Я безумно благодарна тем, кто на это отважился, потому что эти люди априори понимали, что их запакуют, и они сядут, скорее всего, что их побьют. Мне очень жаль, что люди выходят в таких маленьких количествах. Увы, ну, для того, чтобы что-то сделать, а их там сколько? 140 миллионов. Нужно чуть больше, чем... Вы вообще следили? Я только в первый день видела, сколько там вышло. 1000 человек 1000 из... было задержано. Ну, вот мне кажется, может, они всех и задержали. Я не знаю, сколько выходило в последние дни. Безусловно, они молодцы, но ты сразу понимаешь, что ничего этим не добьются. Да, они показывают Мгм. свою позицию. О чем говорить, если вчера кого детей арестовали вместе с матерями? Ну, это жестко. Нет, это Это жестко. несоизмеримые потери, 100%. И да, это все, что они могут сделать. Просто если бы их было больше, это было бы действенно. А так они просто вот кидаются на амбразуру и, блин, и пожилые люди, эти старушки, которые забирают в автозаки, сажают. А как ты думаешь, Я не что могут жители России сделать? восстать вот всей своей массой, поднять свои жопы. Знаете, от чего меня бомбит? От этих вот сбросов злоебучих украинских флажков в истории. Вы знаете, мы против войны вообще-то. Типа, пиздец, встань и выйди на площадь своего города и скажи об этом вслух, не из своей квартиры. И когда вас будет не 1000, не 5, а когда вас будут миллионы, вас всех не пересажают. Я была очень лояльна в целом по отношению к россиянам. Я их типа делила на адекватных и неадекватных, на понимающих и нет. Но сейчас реально уже пришло время наконец-то что-то делать, а не просто говорить. Я очень рада, что они там типа пишут в комментариях и высказывают свое мнение, но этого больше недостаточно, когда у нас умирают дети и умирают люди, блядь. Этого недостаточно. Согласен. Ну как можно быть просто, как можно бояться того, что тебя ёбнут дубинкой, я извиняюсь, и посадят на несколько суток или как там, хотя я уже вроде видела, что сколько, 15 лет могут дать? 15-20 лет сейчас дают за пост в Пиздец. Инстаграме. Не, блядь, я Люди отказываюсь. боятся. Арин, люди боятся очень сильно, боятся своей шкуры, их убивают, иногда они без сознания приезжают в СИЗО, до крови избивают, сажают на 20 лет. И это происходит не первый год, это происходит типа там 100-й год. То есть это было Я последние 100 понимаю, лет в России. Это исторически но так это сложилось. мне невыносимо об этом даже Это думать. не оправдывает совершенно ничего абсолютно. Просто это ужасно, и это Но это безвыходная ситуация. страшно, это Да, страшно. это Я, страшно. я так рада, что я, блядь, не живу в России, что никаким боком к ней не отношусь. Я бы никогда не хотела там жить. Я сочувствую адекватным людям, которые территориально находятся там. Но просто то, что типа у нас происходит, и вы же понимаете, что нам еще даже, ну, нам не сообщают тоже потери со стороны военных, чтобы мы не падали духом. Ну и ты типа понимаешь, сейчас у, наверное, 90% украинцев есть твердая вера в то, что мы победим. Я в этом не сомневаюсь ни на секунду. Ну, то есть от слова совсем. Даже если каждому из нас придется взять в руки оружие и отстреливать их.
Но когда это все закончится, нам же ж огласят вот этот вот списочек, типа, героев Украины посмертно. Ну, короче, вот когда я начинаю об этом думать, меня очень сильно накрывает. Потому что даже когда вот, по поводу Змеиного говорили, что там все погибли, сейчас мы уже знаем, что их взяли в плен, меня накрыло. Когда я вижу, как люди просто отчаянно просят организовать зеленые коридоры, чтобы вывести своих близких, которые сидят, блядь, по 4 суток в подвалах без связи, без еды. И среди них и дети, да и, блядь, ну, неважно, там просто все. Ну, моё сердце просто разрывается, когда вижу, что делают с городами. И главное, я не знаю, как это закончить. Я думаю, вы же тоже понимаете, ребята, что типа переговоры ни к чему не приведут. Ну, типа, Ты как знаешь, мне кажется, мир никогда не видел ам, такого уровня сплоченности нации, как сейчас никогда, мы видим Украину. никогда такого. Никогда. И мне кажется, что Харари, ну, этот автор, прав, Мгм, что мгм. это то, что Путин никогда не мог предугадать. И это фантастически, это просто волшебно. То, что вот я даже сейчас, ну, из твоих уст наблюдаю, я наблюдаю за твоей реакцией, за тем, как ты про это рассказываешь. Это просто удивительно. И это меня так... Мы вчера были на митинге с Юлей здесь, в Тбилиси, и я тоже это там почувствовал, такое единение. И я человек, у которого как бы я русский, я родился в России, у меня корни польские, русские и еврейские. То есть с Украиной я не имею никакой крови, там, не считая жены. Вот. Но я такую сплоченность чувствую, находясь на этом митинге, и я такую сплоченность чувствую от тебя, когда сейчас с тобой общаюсь. Это заразительно. Это абсолютно удивительно. И мне кажется, это сильнее, чем что-либо еще вообще. Да, да, я согласна. Если бы мне сказали 7 лет назад, что у меня сейчас будет такая позиция, я бы не поверила. Я бы сказала: "Ребята, вы прикалываетесь, типа". И мне кажется, так может сказать большинство украинцев. Сейчас ты выходишь на улицу, ты видишь незнакомых тебе людей, между вами какая-то энергия, которую можно просто пощупать. Вы как будто взглядом говорите, типа, вот, ребята, мы вместе, и как будто предлагаете помощь без слов. И я считаю, что это исторический момент, как на мировой арене, так и для нас. Никто из нас никогда не будет прежним, и в хорошем, и в плохом смысле, наверное. И да, когда это закончится, знаете, типа заживем, отстроимся и я не знаю просто, а когда это закончится. Я очень хочу, чтобы это закончилось. Я очень боюсь, что через пару дней здесь тоже начнется мясорубка. Собственно, зачем мы сейчас вам это все показали? Нам очень хочется, чтобы жители России и граждане, которые не живут больше в России, которых, к слову, становится все больше и больше, понимали, что сейчас ведется война, и она ведется от нашего с вами лица и от нашего с вами имени. Мы не выбирали, и даже если мы открыто не участвуем в боевых действиях, это не значит, что мы не несем за это ответственность. Мы все несем за это ответственность. Мы несем за это ответственность, вы несете за это ответственность. Это абсолютно на нашей совести. И это нужно помнить и понимать. И нам хотелось показать вам, что история и что война, история войны – это не просто посты в Телеграме, это не просто сводка новостей в Медузе, а это жизни, это карьеры, это мечты, это отношения и это крах всего вышеперечисленного. И на самом деле война – это смерть. И история, которая до нас доходит,
через наши смартфоны. Далеко не вся история. У меня есть расчетный счет Арины, с которой мы брали интервью. Она с ребятами закупает вещи, волонтерит, помогает по разным точкам города. Можно ей напрямую отправить деньги, и эти деньги будут потрачены на помощь людям. Можно собирать гуманитарную помощь и отвозить ее в пункты в своем городе. Я знаю, что все, кто сейчас в России или за Россией, очень боятся помогать, потому что вышел закон, который может посадить на 20 лет за это, и вышел закон, который на 15 лет посадят за такие видео, как это, и все мои сторис о войне. И я хочу сказать, что если меня в России так будут приветствовать, а я сейчас нахожусь в Грузии, значит, для меня путь в Россию закрыт. Мне намного важнее возможность говорить то, что я думаю, и делиться тем, чем я считаю правильным, и помогать людям, которым я считаю нужно помогать, чем российский паспорт, возможность быстро получить визу и так далее. Оно не стоит моей свободы.